Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал из города на дачу «Жизнь в деревне». И в этом видео вас ждет продолжение ремонтных приключений в нашем дачном доме. В прошлом видео мы показали, как провели наконец-то воду в дом, также проложили канализационные трубы, которые Рома уже забетонировал. Ну что же будет дальше, смотрите в этом видео. Всем приятного просмотра. Ну что, вот такой получился у нас пол, мы его залили, но остался вот такой небольшой кусочек. Да, а почему он остался? Потому что мы заказали такой продолговатый душевой трап, вот, и мы здесь его будем бетонировать. Там для него слив уже есть, но я боюсь, если забетонирую и где-то не хватит сантиметр-два, тогда придется обратно это все выколупывать. На днях мы его получим и уже забетонируем все окончательно. Но пока мы ждем, мы не будем сейчас терять время, и мы уже ранее вам говорили, что у нас будут меняться зал и спальня местами. Еще в связи с тем, что здесь проходит ремонт, отсюда тоже была перенесена мебель, и вы видели, что у нас две комнаты, они забиты просто мебелью, поэтому мы сейчас все расставим по местам, какая-то мебель даже переедет уже сейчас сюда, ну, возможно, временно, вот, а какая-то уже на постоянку, поэтому сейчас мы этим и займемся. Представляете, мы здесь с Ромой собирались передвинуть шкаф, слышим какие-то звуки. Оказывается, у нас пошла водичка из крана. Мы специально открыли, потому что сказали, что сегодня будет вода идти. Мы поставили ведро, открыли кран. Ну, нужно же проверить, как у нас система работает. Да, некоторые спрашивали, идет ли у вас вода из того, что вы сделали, того крантика. Идет. Сейчас покажем ближе. Пока напор не сильный, ну, это может быть только вода закачала. Да, начала. Ну, самое главное, что хотя бы вот зимой выжимает. Она выжимает и довольно-таки отлично. Хороший напор. Супер! Рома, мы с водичкой. Скорее всего, что я догадываюсь, о чем вы сейчас думаете. Как мебель назад в комнату, где ремонт в самом разгаре. И я отвечу, так как у нас сейчас в жизни некоторые изменения, о которых мы пишем только в телеграм-канале, здесь мы этим не делимся, поэтому переходите, узнавайте. Ну, а так как нам не хочется какой-то продолжительный период жить в таком вот бардаке, мы решили расставить все по местам, сделать некоторую перестановку мебели в двух комнатах, ну и дальше по обстоятельствам будем смотреть, на что будем ладны, то и будем переделывать, ремонтировать и вам показывать. Перенос предметов мебели советского типа, та еще морока. Но после того, как мы долгое время пожили в этом доме, у нас наконец-то появилась комната для санузла и душевой. А каждая комната получила свое назначение, потраченные силы уже не так жалко. И самое главное, что впереди нас ждет тот идеальный вариант, к которому мы так долго стремились. Не без ваших подсказок и советов, конечно. Ну и в процессе перестановки мебели чувствовали себя теми белками из мультика «Ледниковый период». В общем, как-то так и работаем. Но сейчас хорошенько здесь все уберем, вымоем. Ну и дальше нам нужно будет сюда переместить два больших советских дивана. Кстати, уже подготавливаю их к переделке. И сейчас вся загвоздка в подборке материала, вернее его цвета. Но уверена, что с вашими подсказками и советами я справлюсь с этой задачей намного быстрее. А вот кто действительно в восторге от этого перестановочного кипиша, так это наши котики. Особенно Веснушка. Так как теперь у этой стены у нас будет стоять стенка мебельная, эти розетки закроются, но, может быть, пойдет одна на телевизор, да, на будущий. А здесь нужно также продлить, еще сделать две розетки.
Одна с этой стороны, а другая с той. Вот как раз где будет заканчиваться стенка и начинаться уже диван. Пока Рома занимается электрикой, я хочу здесь сейчас зашпаклевать все щели. Когда мы сделали ремонт в этой комнате, вы в видео заметили этот дефект и дали нам хороший совет по устранению всех недостатков, а иначе ремонт не выглядит завершенным. А здесь как раз предоставилась такая хорошая возможность все это исправить, и тем более, что здесь будет стоять теперь советская стенка, и понятное дело, что мы не скоро сможем исправить эти недоделки. Поэтому здесь лучше последовать совету, не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, потому что наступит завтра, и возвращаться к этой работе навряд ли захочется. Одна розетка на месте, осталось ее только прикрутить. О! Ну что, Ром, проверяем? Давай. Тыр. О, зарядка идет. Отлично. Супер! Вика тут привезла с города очередную посылку. Что это такое? Сейчас расскажу. В общем, я решила утепляться. А что, у нас холодно дома? Вроде нормально. У нас в доме тепло, но так как мы сейчас делаем перестановку, и в той комнате, где у нас зал, и стоит советская стенка, и мы ее уберем оттуда, там откроется холодная стена. Она не утепленная пока еще, поэтому мы там поставим кровать, мы будем там замерзать. У нас уже такой опыт был. Будет мерзнуть голова, да? Да. Получается, да. Это странно. Я так, помнишь, когда мы делали ремонт нашей вот спальни, где мы сейчас спим, там без утепления была стена, и я спала в шапке, поэтому такой уже горький опыт имеется. Я еще так более-менее, да? Ну ты легче переносишь холод, а для меня это просто жутко. А Вика опять дует. Откуда дует? Вроде нету сквозняков, а стена холодная. Да, там будет холодно, поэтому, в общем, я у одних блогеров подсмотрела вот такие вот инфракрасные обогреватели картины. Мы сейчас распакуем, покажем. 3 штуки у нас. 3 штуки заказала. Я заказала их для родителей на дачу, потому что они тоже приезжают туда, и когда с ночевкой хотят остаться, от стен им там дует возле кровати. Так что, думаю, и нам закажем, да, и возле кровати повесим, чтобы уже было тепло, и мы не замерзли. Чтобы их распаковать, нужно просто обогреватель немножко сжать и вот эту стяжку так стянуть в сторону. Потому что если ножиком, то можно что-то тут повредить и будет некрасиво. И не будет функционировать. А ну-ка, а ну-ка. Да, довольно-таки большой. Ух ты, Ох. какой. Опять не так. ногами. Да, вот так. Ну да. Петелька. Вилка получается снизу. Правильно. хорошо. Ну и что такое камин? Мама Супер. будет рада. Очень будет, Наконец-то на даче камин появится. да. Они так ждали эти картины. Так, ну а наши подсолнухи мы их раскроем, Да. посмотрим. А я папиных попугаев. Тоже интересно. Ну, в принципе, вот какие они были на сайте. Ой, тут инструкция падает. На сайте такие они, в принципе, вот яркие. О, и попугаи, ля, какие Насыщенные. красивые. И Ух подсолнухи ты, тоже супер. класс. Мы с тобой любим подсолнухи. И попугаев тоже любим. Класс. Ой, папе понравится. Он такое любит. Ну, а также тут такой довольно длинный провод. Наверное, 1,5 метра. Да, отлично. Мгм, дотянется до нашей розетки. Вот туда как раз. И до потолка можно, так?
Ну, В общем, померяем, под посмотрим. любой дом, под любые высокие Да. потолки. Так, и в комплекте здесь в каждой картине идет паспорт, инструкция, вот, и вот такой вот для крепления шуруп и дюбель. Потребляемая мощность такого обогревателя всего 500 Вт, очень экономичный вариант. И, кстати, так как это инфракрасный обогрев, то он не сушит воздух и не выжигает кислород. Нам подходит. Прежде чем будем мы вешать его на стену, нужно проверить, работает он или нет. Вообще греет. Да, сейчас. О, уже сразу тепленькая. Ух ты! Да? А как так? А ну, интересно. О, хорошо. Да, уже идет по чуть-чуть, да, тепло. И не А сзади обжигает. тоже? Сзади не знаю. И сзади теплышко. И сзади немножко греет, да? Там еще пишут, что он как бы предотвращает появление плесени, потому что, в принципе, он прогревает не только здесь воздух, но еще и саму И просушивает стену. Мгм, просушивает, да. Так как мы его сейчас не сразу сможем повесить и показать, потому что там еще не освободилось место, но в конце обязательно вам покажем. горяченький. Так уже идет, знаешь, вот тепло. Вот. Вот оно, да. Вот здесь сейчас. Супер. Ну все, теперь я не буду переживать. Супер. Мне нравится. И мне тоже. Кстати, такая обогреватель картина от Тепломакс. Это отличный вариант для подарка. Кто еще не успел кому-то подарить или сделать приятное. Так что, пожалуйста, родственникам, близким, соседям, а может даже злому начальнику. Оттого он и злой, что он замерзает. Согреть Так что- его сердце, да? Да. И будет он всегда добрый. Настенный обогреватель картина «Домашний очаг» от Тепломакс. Ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео, так что приобретайте, грейтесь и не замерзайте. И не болейте. Обязательно, да. Так, у нас тут наступила небольшая оттепель, и по прогнозам погоды она будет, наверное, 1-2 дня, а потом опять пойдет снег. Поэтому мы решили воспользоваться этим моментом и, наконец-то, утеплить эту водяную трубу и закопать ее сегодня. Чтобы сильно снегом не заносило, я накрыл эту траншею кусками профлиста. А то мы думали так, сейчас будет оттепель, а там по колено снега. Ну и сколько он будет таять, очень долго. Но снег все равно попадал, но немного. Греющий кабель мы приобрели на Озоне, и кажется, он стоил что-то около 1000 рублей. Сейчас распакую и вообще посмотрю, как он выглядит. Надо так аккуратно, чтобы вдруг его не порезать. Так, ну вот так он примерно выглядит. Мы заказали сам греющий кабель длиной, получается, 5 метров, а вот этот силовой, который не греется и будет заходить в дом, здесь 1,60 м. Вот. В инструкции написано, что на метр кабеля тянет сколько? 15 ватт. Получается, мы взяли 5-метровый, это 75 ватт, как такая обычная лампа накаливания. От ямы с счетчиком до входа в дом у нас чуть больше 4 метров. Кабеля 5 метров, поэтому получится еще немного намотать по спирали. Самая маленькая глубина, а соответственно самая большая вероятность перемерзания у нас находится вот здесь в стене, поэтому именно отсюда мы и начнем наматывать кабель. Викулечка, принимай! Давай, Ром, давай. Еще. Только не спеши, аккуратненько. Да, по чуть-чуть, давай. Ага, идет. Ты видишь, кто тебе помогал? Помощник нас, да? Помощник. Здесь будут тянуть. Стоп!
Так, кабель к трубе мы будем крепить с помощью алюминиевого скотча. А ты знаешь, что я подумал? Мы же его вообще не проверили, греет он или нет. Но я сейчас включил. Давай хоть попробуем. Давай попробуем. Так, я здесь, а ты там. А то мы намотаем сейчас. Тома у нас вместо аиста. Вон, на верхушке дерева сидит срубленного. Так, ну что, у тебя греет? Очень теплый, Рома. И у меня аж И у почти тебя? горячий. Там написано, что будет греться до 65 градусов. Ничего себе. Так что отлично. Как раз ну, до ямы водичка не хватает. замерзнет. Да, как раз хватает до ямы. Прям Да. впритык. Отлично. Ну это хорошо, да. Так, вот так вот. Приклеиваем. Мы не выключили, а оно теплое. И так приятно работать. Хорошо клеится. Когда Сейчас тепленько. нарежу еще Так, а где тряпка? Да я вытру. Эту грязь. Нельзя никогда спешить. Это начинаю спешить. и Выпадает как-то все с рук, да? Так да, это у всех так. поговорки. Поспешишь, людей наспешишь. В нашем случае зрителей. А не поспешишь, ничего не сделаешь. Так, давай кусочек скотча. Давай. Нормально, не Нормально, испортился. Нормально. Грязь, конечно, неудобно, но что поделать. Ну лучше, чем снег. У нас вообще сложно подобрать погоду, в которой удобно работать, да? Это точно. Так, тряпочка. Ой, А. ой. Давай руку. Давай. Муж мой дорогой. Вот так прикрепили мы кабель к трубе. И сейчас Рома принесет утеплитель. Мы все это дело утеплим. Вот такие штукенции мы взяли. Сейчас разрежем вот так вот, да, вдоль. И, наверное, будем утеплять, начиная оттуда, с ямы, С ямы. с начала трубы. Я тоже так подумала. Рома принес ножик, чтобы мы могли их разрезать. Но здесь, оказывается, есть вот такая полоса. И вот смотрите, по этой полосе можно, хоп, вот так вот Отлично разрывать. разрывается, да? Да. О, классно. И не нужно разрезать. А то я думаю, сейчас еще нарежем криво-косо. Ну все, сейчас я все это так дело разорву, отделю. Вот, и будем утеплять. О, Рома, ду-ду-ду-ду, у нас своя трембита. Трембита, да. Так, на одну гору залез, на один терриконник. И соседу или куму на другой. У-у-у. Такой мобильный, Просыпайся, народ. мобильная Вика всех связь, да? на чай зовет. Да. Если вдруг связь плохо ловит, то можно докричаться до соседа на соседнюю улицу. У-у-у. Тетя Оля. Она реально. Да, слышно? Сейчас прибежит. Тетя Оля прибегут. Сейчас прибежит. Но ближайшая точно тетя Оля придет. А то земли немного насыпало. Вот тут с края. О, видишь как? Ой-ой-ой. Растяжечка. Погнали. Вот так. Есть. Еще чуть-чуть. Еще. Я достану. Опа. Еще? Так, еще чуть-чуть. Все, стоять. Так, скотч. Да, Давай скотч. принеси. Давай, да. А где он? Там. Вот он. Рома, а вот эта вода там. Это что, протекает что-то? Вроде Нет. проверяли. Грунтовые воды. У нас же счетчик погружной, и поэтому вода ему не страшна. Я так отвыкла, что тут могут быть грунтовые воды. Это снег, наверное, тает, да? Да. И да. Давно у нас не было снега такого Мы и отвыкли, дождя. что вообще, в принципе, бывают какие-то воды, да? Какая-то вода. Вода? У И нас? смешно, и грустно. Не, ну если же так прибивает водичка, то это уже хорошо. Есть надежда на улучшение. Может, тогда летом будет Что-то тоже посадим, какие-то, и да? оно что-то вырастет, да? И деревья все хоть немножко подпитает водичка.
Томочка, Так, все. никак, да? Вот Здесь я примотал, можно теперь туда проходить дальше. давай теперь я здесь. Сейчас. На коленники тебе давать? Нет, я как-то шпагатом. Тома. Вот нравится им по этим треугольничкам ходить, да, Тома? Ну все, утеплили мы нашу трубу, еще сверху положили так домиком доски, чтобы такая нагрузка на трубу, когда мы будем зарывать, была более-менее равномерной. Ну а теперь можно брать лопату и... Ну что, докопали мы нашу траншею, все у нас получилось с водичкой. Ну и еще земелька осядет, мы позже еще досыпем землю со временем. Ну, а мне осталось теперь вот это отверстие, которое в стене образовалось, потому что там и падали сверху доски и камни. Теперь хорошенько запеню монтажной пеной, а потом тоже это все так Еще окультурю. Зачумазились мы, Ром, с тобой. Не говори. Если честно, я так никогда не чумазилась. Колени. Это все, плечи. чтобы сделать цивилизацию в дом. Хотя давно уже у нас цивилизация придумана, в городе жили бы и не знали бы боли. Нет, надо пожить в своем доме и все сделать своими руками. Так, ну В что, городе пошли? все умеют жить. А ты вот так попробуй. Это точно. Ну вот. Так, пошли обмываться, стираться. Так, а в целях экономии воды будем калоши вытирать об снег. Вот. О, смотри, сразу чище стало. Ай. О, у тебя и там грязно. О, видишь, сразу чище. Сейчас покажу, где тебе. Работала, получайте, да, Тома? О, чистенько. И все. Для сельской местности сойдет. Ну а теперь подошло время к запениванию вот этого отверстия. Почему буду пенить, а не замазывать, может быть, раствором? Потому что еще оттуда сверху падали определенные камни с самой стены, и там образовалась такая ниша. Поэтому хорошо, там хочу все пропенить. Ну а сверху, конечно же, будем штукатурить. Так, ну все, пробуем пенить. Туда поглубже буду засовывать. О, пошло, хорошо. Я там в середине еще проложил куски пеноплекса. Думаю, может быть, тоже как-то сыграет хорошую свою роль. Сейчас пена постоит, может быть, полчасика, час, немного затвердеет, и запеню еще с той, с другой стороны. А пока еще вот там отверстие в стене есть тоже. Та-та-та-ра-ра. Вот когда что-то получается, тогда и радуешься, да? Так, все. И с той стороны тоже нужно. Отодвигаем этот агрегат. Опа! Здесь тоже, как видите, внизу стены есть большие отверстия. Немного водой сбрызну, чтобы пена хорошо прилипала. Поставил несколько слоев пеноплекса, вот, камнем придавил, чтобы когда я запенивал оттуда с дома, его не повыдавливало.
Ну и осталось теперь перенести мебель отсюда туда и оттуда сюда. Да, с бывшей спальни в будущую спальню, из бывшего зала в будущий зал. Так, да? Что? Да, Фу, погнали. правильно сказал. Правильно. По обычаю или обыкновению таких видеосюжетов этот процесс должен был быть зафиксирован в очень быстром ускорении. Но я решила нарушить этот обычай, так сказать, и записать все в наиболее медленном темпе. Знаете ли, в этом тоже что-то есть. А тем более, что в таком темпе красиво фиксируются моменты падения, столкновения. Ну, хорошо, что у нас все обошлось хорошо, и никто не пострадал. Ни мы, ни шкафы, ни вещи. Возможно, многие помнят переделку этой советской стенки. Но кто еще не посмотрел, ссылочку на это видео я оставлю в описании. Под этим видео смотрите, там мы показали, как мы ее реставрировали, перекрасили, ну и вот такая она у нас получилась. Многие из вас советовали разделить эту стенку на модули, красиво расставить, но пока мне не подвернулся интересный вариант с такой расстановкой, поэтому оставлю стенку стоять в полном комплекте, довольно-таки тоже симпатично и аккуратно смотрится. Потихоньку давай так, эту сторону, потом мою. Всё? Не двигается. Я снизу приподнимать. Ой, еще, я еще. И еще. Так. Трубы не мешает, а смотри. Не, я же смотрю. Так, теперь вот Давай. так. И еще, может, чуть-чуть вперед. Опа. Тяжелее уже ничего, наверное, в этой жизни нет, чем этот шкаф. Так, стой. Так, под пальчики убирай. Стой, стой, стой. В этой комнате мы отделали все стены, кроме одной. Там, где стояла мебельная стенка, стена осталась без своей отделки. Ну и так как теперь мы ее освободим, остается, как говорится, довести ее до ума. Ну и теперь остается вопрос самой отделки. Продолжать отделывать ее панелями АМК или поклеить ее парными обоями к фотообоям, которые находятся слева. А возможно, у вас есть свои варианты, так что делитесь ими в комментариях. Это стенка луч. Вот, вернее, набор корпусной мебели луч 168. И что интересно, у каждого такого вот шкафа своя цена. Здесь цена 156 рублей. Сейчас покажу другую цену. Цена второго шкафа 132 рубля. Ну а цену третьего мы не зафиксировали, так как уже его установили. Я знаю, что многие из вас любят поностальгировать о старых временах, так что делитесь хорошими воспоминаниями того самого прекрасного прошлого. Решили провести здесь удлинитель, потому что за стенкой там у нас розетка есть. Вот. А этот удлинитель как раз будет для телевизора. Ну или для каких-то, может быть, зарядок. Просверлили вот тут небольшое отверстие такое незаметное. И удлинитель как раз здесь поместится хорошо в уголку. Покажу, каким теперь у нас получился зал. Вот так мы разместили диваны. И этот диван хотела тоже накрыть, застелить пледом. Но, думаю, застелю сейчас пледом и уже точно опять долго не приступлю к его переделке. А уже хочу этим, в принципе, начать заниматься. Ну и стенка. Стенку, видите, плинтус мы вверху не прикрепили, потому что я хочу ее один слой краски нанести, беленькой освежить, потому что поцарапали, где-то повреждения нанесли, поэтому освежим, все сделаем и тогда уже закрепим верхний плинтус. Так, ну здесь плинтус я, как видите, не шпаклевала, ничего с ним не делала, потому что хочу его снять и здесь поработать со шторами, с тюлем, вернее, вот. И это окно, кстати, у нас будет меняться, потому что мы его заказали тоже вместе с тем окном, которое мы ждем долго. Вот это как бы в пару. Окна нам пообещали установить в числах 22 по 25. Ну, не знаю, как с такими морозами они будут вообще это делать, но подождем. Поменяем окно. И здесь вот со шторами и тюлем поработаем, улучшим, увеличим карниз. И плинтус этот уберем.
Ну, в общем, тут, как видите, работы очень много. Также нужно поработать вот с этой стенкой. Вот что-то придумать здесь, возможно, какие-то фотографии, либо полочки. Ну, еще пока не знаю, что здесь сделать. Ну, и такая красота получилась. Ну, и здесь хотелось бы, конечно, коврик. И вот этот столик перенести сюда, поставить. Ну, и здесь вот место для пылесоса будет. Потому что мы им пользуемся. В общем, вот такая красота, не красота, но нам сейчас намного комфортнее стало здесь, в этом зале. И если кто-то приходит, уже есть место, где можно разместиться, не нужно бежать через весь дом. Ну и здесь у нас получилась вот такая зона для котиков, их домики, их лотки, пока здесь расположились. Ну а как вы знаете, здесь я хотела сделать обеденную зону. Ну, пока нет ванной комнаты, где мы многое все расставим. Лотки туда перенесутся, и домик, скорее всего, что перейдет в нашу спальню. Вот. Ну, а пока такая обстановочка. В общем, работы теперь появилось еще больше по обустройству, и я думаю, что со временем мы наконец-то доведем все до ума, и будет здесь все комфортно, красиво и хорошо. Вот такая получилась у нас спальня. И скажу честно, по ощущениям, мне так нравится спальня именно в этой комнате. Вообще здорово все получилось. Так, немножко вот так отдалю, покажу. Вот. И здесь у нас располагается теперь рабочая зона. Но этот стол очень большой. Мы хотим его немножко уменьшить. И когда уменьшим, сюда перенесем домик для котиков. Поэтому здесь тепло. Мы уже, кстати, ставили, но я не снимала. И котики одну ночь здесь спали. Им понравилось. Каждый в своем домике. Тепло им отгрубые. И вообще здорово. Так что мы уже точно знаем, что им здесь на этом месте понравится. Ну, еще напольного покрытия здесь не хватает. Вот, кстати, под стенкой вы советовали, что уберите стенку и продлите, там сделайте пол. Все, мы тоже там только вот такие вот листы ДСП постелили. Осталось здесь сделать эту стену, доделать уголок АМК, он у нас лежит, и пол. Но пол мы будем делать, вернее, покрытие напольное мы возьмем, когда поменяем вот эти двери. Потому что от них многое зависит. Когда мы будем их менять, мы берем вот эти порожки. Поэтому линолеум должен будет сверху как-то вот лечь. А если мы сейчас его возьмем, то, ну, сами понимаете, в общем, будет не очень. Так что вот такая у нас переделка, перестановка, как я называю, переезд такой из комнаты в комнаты получился. Ну и сейчас хочется сказать, что ура, наконец-то мы сделали эту перестановку. Ну что, тебе, Викулечка, тепло? Очень даже, да. Мы, кстати, 2 дня вот без него, да, без картины были, потом уже повесили, потому что, ну, было прохладно все равно. Наступили морозы, похолодало, да, и прям холод такой от стены шел. Сейчас намного лучше. Ну, отлично. Тома тут идет, мерчит. Ты где? Нашла меня, да? Ах ты моя кошечка. Сейчас я поработаю и пойдем гулять. Да. Соскучилась, скажи, хватит работать. Так, Тома все вырулила, разрулила. И котики все, Персик успокоился. И теперь они будут сладко спать. Наконец-то у нас на короткое время прекратился снег и дождь. И сегодня вот смог приварить такую крышку на бак. Теперь все готово, все проварено, ничего не течет. Можно затаскивать в дом. Конечно, он тяжеленный вообще. Сделаю так, как мы тягали с Викой мебель в доме. Такой лайфхак на ковровой дорожке. Потому что без нее, ну так, вручную просто затащить будет очень сложно. Так. Есть. Сколько же у него килограмм, интересно.
Не знаю. Килограмм, наверное. Ой, не знаю. Ну, наверное, 70. Может больше, может меньше. Так. Стоять. И теперь поехали в дом. Сейчас в дом затащу, а Вика хорошенько тоже его прокрасит, чтобы был белый, красивый. Так, Рома все сделал, и моя задача это красить. А я люблю красить. Красить я буду радиаторной краской. У нас тут много баночек осталось с ней, поэтому вперед. И, кстати, если вы слышите шум, это у меня здесь происходит стирка. Очень удобно. Теперь набираем водичку. Прямо из-под крана здесь у меня идет шланг. И, пожалуйста, стирка зимой, это вообще для нас роскошь на этой даче. Но, тем не менее, все происходит, все хорошо. И да, у меня машинка стирает холодной водой. Я специально подбираю порошки, которые стирают при температуре плюс 20 градусов. Вот, и поэтому там все у меня стирается хорошо. Ну, ладно, про стирку потом. А теперь будем красить. Кстати, вы тоже так с крышечек вымакиваете? Ну, здесь просто было достаточно много краски. Вот, как раз за одну кисточку как сказать, обмочила краской, ну и все. Вот, целый уголок покрашен. Тоже такая себе экономия. Эта комната у нас изолирована, она в самом конце дома, поэтому мы не сильно переживаем, что будет идти туда запах от краски. Ну и тем более это акриловая радиаторная краска, она не имеет, ну, она имеет какой-то такой запах, но не такой, как алкидная краска. Там уже, в принципе, ни двери, ни свежий воздух, ничего бы не помогло. Пришлось бы куда-то ехать на ночевку. Но здесь все в порядке, запах нам не помешает. Краска подсохла, но теперь ставим наш бак на место. Опа! Прям в самый угол будем, да, туда? Чтобы Да, я слишком думаю, что... не мешал нам и красиво. Так, накручиваю кран. Он будет так немного сбоку от вот этого основного и немного пониже. Ну, хорошо, что они друг другу не будут мешать. Вот кулибины. Как наделаем что-нибудь? Ну, пока так. Да. Нас, конечно, называют в комментариях иногда, что мы кулибины. Ну, кое-что иногда, да, приходится делать по-кулибински. Ну, а что ж теперь не пропадать же. Одно дело, тут у нас ведро стоит, чайник и ковшик постоянно мыть надо. А другое дело, тут уже бак стоит с водой, и из крана у тебя бежит теплая вода. Ну, совсем другое дело. Да, действительно, будет запас воды еще, наверное, тут литров 100-110. И тем более она будет теплая, да? Да. Если что, руки помыть, обувь помыть или что-то такое, вообще будет здорово. Да, немножко объясним, что здесь у нас вообще такая техническая раковина, вернее, раковина для технических работ. И часто вот мне мои девочки в комментариях пишут, что Вика, береги ручки. И хотя в кухне у нас горячая водичка, но здесь вот мы еще чаще пользуемся, чем обычная. Вот этим краном, водой, она холодная, и, конечно, ручки нужно поберечь. Так что пока так будем. Ну и опять же бак это такое тут временное решение. Летом он перекочует на улицу, и мы там будем руки мыть, чтобы в дом не бегать и ничего тут не вымазывать. Он у нас не пропадет, Да. в любом случае. А потом, возможно, печку, да, переложим, и уже тут что-то будет основательно. О, это было бы хорошо. Ну а набирать этот бак мы будем с нашего холодного бака, который у нас на крыше стоит. Так, раз. О, побежала. Пошла водичка. Пошла. Сейчас полную наберем, потом нагреется и будет отлично. О, нормально. Ну, еще не нагрелась, конечно. Ну, система работает, Ром, ты молодец. Давай опять. Супер. Хорошо, что мы успели закопать нашу трубу, утеплить ее, потому что, видите, у нас опять заметает снегом. Вот
это зима, Ром, да? Да, В этом вообще. году. Настоящая. Вон слева Вика уже приготовила 3 лопаты. Если что, будем отрываться. А Жужа, лянь, выбежала с дома. По сугробам такая думает, нет. Они у нас в коридорчике спят. Или даже в кухне. Печку обнимут и дрыхнут. Скулит. Не нравится. Она не любит снег. У нас Альфа любит снег с детства. Жужа, А для как Жужи тебе это сугробы? стресс. А? Нормально? Ой, нет, пошла я лучше домой. По тропиночке, ты видишь? Ага. Помнишь, когда какая-то зима была, и не было тропинок, и она такая смотрит на нас и скулит, типа, выкопайте мне тропинки, я побегу гулять. Да, собака. А еще вместе со снегом у нас сильный ветер, а мы до сих пор не проклеили вот этот утеплитель на двери, поэтому так в щели задувает. Сейчас этим и займемся. Все спрятались. Да. Интересненько им тут. Они говорят, ну пойдем уже в дом, что вы нас морозите? В такую погоду даже собак на улицу не выпускают, да? Какие у нас тут такие все мимимишности такие. Ой, черненькие, как и я. Здесь есть вот такой специальный клейкий слой, поэтому просто отдираешь эту ленточку и можно свободно клеить. Ты, может быть, не сразу всю, а вот постепенно, да? Немного отклеили и наклеиваем. Давай, чтобы так было ровнее и не убежало никуда. Да. Следи, чтобы было ровно. Вот так. Да, вроде ровно. Персик, что? Скажи, замкнулись, закрылись. Вот так мы, видите, просимся в туалет на улицу. Сейчас, а то у нас тут туго теперь все идет. Оп. Вот умный мальчик, молодец. Иди, сходи, прогуляйся. Так, все, мы утеплились. Идем в дом греться. Вам желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья. И увидимся скоро в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.